все машины, которые ехали, они, могли его просто снести, и так, типа, вопросительно головой, типа, а что ты хочешь? Где хочу, там и поворачиваю. Даже нарушает какое-то ПДД правило, даже сам не осознавая, что он это делает. Является ли нарушением езда на моноколесе на скорости 55 км в час? Будем решать проблемы по мере их возникновения. Друзья, всем привет! Вы на канале, где мы общаемся на моноколесную тему, электротранспорт и все, что с ним связано. Знаете, вчера ехал на колесе и, не заснял это, но я чуть не снес, точнее, меня чуть не снес водитель, который пересекал ПЧ, да, я двигался прямо, а он уходил на левый поворот, то есть со встречки на левый поворот передо мной. Какой-то дед на какой-то машине. Возвращаясь к моменту, к фразе, да, к тезису 3D, дай дорогу дураку, я заведомо понимая, что у человека в мозгах не все, наверное, может быть в порядке, раз он, не рассчитывая скорость, начинает поворачивать. Я начал оттормаживаться еще задолго, сразу как увидел, когда он все-таки решил, видимо, проскочить передо мной. Не знаю, что у него было в голове. Возможно, он думал, что это пешеход, который идет по ПЧ со скоростью 5 км в час. Может быть, он думал, что это велосипед, который едет 10 км в час. А оказалось, это моноколесо, которое ехало 40+. И вы знаете, я задумался, а вот в городе, если брать обычный город, кто больше все-таки нарушает? Автомобиль, мотоцикл или электротранспорт? Имеется в виду электротранспорт, который имеет здравый ум. Не прокатные, да, там самокаты, которые не то, что не знают правил дорожного движения, а просто у меня такое складывается иногда впечатление, что они намеренно их нарушают. Да, соглашусь, что и я не белый и пушистый, но вот сегодня, вот прямо сегодня я, допустим, видел мотоциклиста, байкера, такой, знаете, вот не на спорте, а вот который вот ездит в бандане и без шлема. И который на 3 полосах, да, на 3-полосной дороге встал в левой, под знаком движения только прямо, да, то, кто не понимает, нельзя там стоять, чтобы включить левый поворотик и потом повернуть налево. Нет, там нужно двигаться прямо, и потом там где-то метров через 50-100, аж через 50-100 для байкера, это ж ого, там будет реально официальный разворот или поворот налево. Что этот байкер сделал? Он встал, он включил левый поворот, а может и не включал, не знаю. Все машины, которые ехали, они, могли его просто снести, они останавливались, сигналили ему. Один остановился в 0, открыл стекло, что-то ему там начал рассказывать, я был на тротуаре, байкер на него так повернулся и так, типа, вопросительно головой, типа, а что ты хочешь? Где хочу, там и поворачиваю. Понятно, что все люди разные, но байкеры, мотоциклисты в своем большинстве, они ребята адекватные. Если, конечно, откинуть вопрос нарушения скоростного режима, раз так в 5 в городе, и движение вне полосы, имеется в виду по осевым там, и так далее, и так далее. Возьмем какой-то процент автомобилей, да, допустим, 1000 автомобилей возьмем за 100%. Опять же, это исключительно мои мысли, исключительно моя фантазия. 1000 автомобилей, 1000 мотоциклов и 1000 моноколес или самокатов непрокатных. Как вы думаете, какой процент из первой когорты, из второй и из третьей, или может быть даже не процент, а какое соотношение нарушителей? И мне кажется, что на первом месте, как ни крути, будут автомобили. То есть, безусловно, эти 1000 автомобилей нужно брать на каком-то временном промежутке, допустим, месяц. И я уверен, что, думаю, что на протяжении месяца любой водитель нарушает ПДД. Будь то скоростной режим, будь то там где-то что-то кого-то не пропустил, будь то перестроился без поворотника и так далее, и так далее. То есть, возможно, он даже нарушает какое-то ПДД правило, даже сам не осознавая, что он это делает. Где-то припарковался, где-то остановился под знаком на минуточку сгонять в аптеку, где-то проехал на желтый сигнал или оранжевый. Короче,
где-то проехал на запрещающий сигнал светофора. Под эгидой я заканчивал маневр, проезд перекрестка. Ну, так или иначе, нарушает. То есть из 1000 автомобилей, допустим, из 100%, я думаю, что нарушает, мне так кажется, ну, наверное, процентов 70. Если говорить про мотоциклистов, то из 1000 мотоциклистов, мне кажется, что нарушает, ну, наверное, процентов 40. Если откинуть, опять же, повторюсь, два фактора. Это езда в междурядье и это превышение скоростного режима. Если не откидывать эти два фактора, скоростной режим и междурядье, то среди мотоциклистов нарушает 101% из 100. Ну, переубедите меня, если это не так. А вот среди электротранспорта тут вопрос. Среди моноколесников и электротранспорта. И тут вопрос больше, знаете, в том, а что считать нарушением. Потому что как таковых правил дорожного движения для моноколес, для электротранспорта, ну, по сути, нет. Является ли нарушением езда на моноколесе на скорости 55 км в час? Является ли для моноколеса нарушением езда по тротуару? Или по ПЧ, или по велодорожке, или велодорожка только для велосипедистов? Является ли нарушением езда на электросамокате вдвоем, втроем, вчетвером, впятером? Об этом нигде, в принципе, не сказано, кроме каких-то внутренних правил самого прокатчика. Является ли нарушением отсутствие шлема, отсутствие защиты, отсутствие знаний ПДД у электросамокатчиков и у моноколесников? То есть тут вопрос, и тут я, в принципе, растерялся. Но если приравнивать моноколесо, допустим, к велосипедам, да, вот к правилам дорожного движения, как велосипедист, который, ну, якобы не должен ехать по тротуару, который якобы может двигаться в крайнем правом ряду, которому из крайнего правого ряда при левом повороте не разрешено осуществлять этот поворот, да, как автомобилю, даже перестраиваясь через там 3 полосы, а должен припарковаться, спешиться, перейти по зебре, дальше уже ехать как надо. Так вот, если приравнивать моноколесо к, собственно, велосипеду, то как бы это, мне кажется, прискорбно не звучало, из 1000 моноколесников, если, да, взять за 100%, мне кажется, что нарушений будет в течение, допустим, месяца, какое-то нарушение будет, ну, наверное, у 90% моноколесников. А отсюда итог, что, отвечая на вопрос, а кто больше нарушает, автомобилист, мотоциклист или моноколесник, мы получаем удивительную картину, что на первом месте у нас на пьедестале почета моноколесники, электросамокатчики и другой электротранспорт. Не за годами, я думаю, в Украине уже принятие закона, внесение его там в ПДД. Я, честно говоря, уже запутался, там приняли, не приняли, что-то подписали, что-то не подписали президентом. Ну, по факту, если отталкиваться от штрафов полицаями, то они руководствуются ПДД. Есть в ПДД запрет движения моноколес по тротуару, получи штраф. Нету в ПДД, не получи штраф. Поэтому, когда он в ПДД будет, тогда это можно считать нарушением. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Друзья, вот такой вот коротенький видеоролик. Что вы думаете, как в вашей голове происходит градация нарушителей, автомобилисты, мотоциклисты, моноколесники? Может быть, я в чем-то не прав, буду рад услышать. Не знаете, что написать, фидбэк какой написать, просто словом андатра в комментах. Палец вверх и подписка, если в принципе вам тематика интересна и актуальна. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.